Приветствую всех на моем канале, подписывайтесь, кто еще не подписан, и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о выходе очередного видео. Мне дали вот эти 3 орхидейки, чтобы я их привела в порядок, разобралась, что с ними происходит, и вернула обратно. Давайте начнем по порядку. Вот эта вот орхидея первая. Смотрите, в чем здесь ситуация. Видите, орхидея очень давно хочет отделиться. Вот-вот-вот. Здесь очень длинная шейка, высохшие вижу корни, в горшке все время мокро. Вот сколько эти орхидеи, позавчера их принесла домой, стоят у меня, просто не просыхает. И здесь вот мох, подозреваю, могут быть вопросы с корнями. Может быть, их там недостаточно, давайте попробуем вместе. Ну вот, видите, как они гуляют. Скорее всего, здесь корней будет мало. Но эта орхидейка, она с цветоносиком. Смотрите, здесь есть цветение. Один цветочек, ради него держать уже орхидею не будем, будем срезать. Здесь, конечно, есть перспектива роста. Вот видите, цветоносик дальше растет. И вот этот кончик, видите, он тоже дальше растет. Но все же надо этой орхидейке помочь, надо ее омолодить. Мы оставим там, скорее всего, корни, пенек, на котором еще могут вырасти детки. То есть будем эту орхидейку омолаживать. А с цветоносиком мы попробуем еще получить детку вот этим моим экспериментальным методом в бутылке. Там вот один цветоносик уже есть. Сейчас я туда добавлю еще вот этот цветонос. Дальше у нас тоже ситуация с орхидеями не лучше. Смотрите, эта орхидея, она практически лежит. Тоже корней, вот там, видите, их практически нет. Надо орхидею эту доставать, что она у меня заваливается, смотреть, что там. Скорее всего, позгнивали эти корни. Но опять же, есть цветоносик, но тут тоже вот буквально осталось 4 цветочка. Да, конечно, может доращиваться этот цветонос, но будем срезать тоже этот цветонос, спасать эту орхидейку. Вот смотрите, какая красивая орхидейка Мелодии. И еще одна громоздкая орхидея. Смотрите, какие цветоносы. Вот цветонос усыпан бутонами просто. Вот второй цветонос. Смотрите, какой он высокий, этот цветонос. Тоже на конце еще есть бутончики. У этой орхидеи на первый взгляд здесь просто потерян, я бы сказала, тургор. Но он не может теряться на ровном месте. Скорее всего, недостаточно корней, чтобы питать вот эти листья. И одновременно вот такое огромное пышное цветение. Поэтому вот ближайшее видео у меня будет как сериал вот про эти 3 орхидейки. Сегодня я обязательно протру все листики, видите? Они еще такие пыльные достаточно. Подопру, скорее всего, вот эти цветоносы длинные. Я подготовила, вот видите, держатели для цветоносов, чтобы орхидейке было полегче. А первой мы займемся вот этой орхидейки, а точнее ее омоложением. Что с обратной стороной этой орхидейки творится, вот видите? Естественно, ее надо омолаживать, но срезаем цветоносик, разворачиваю эту орхидейку. Вы знаете, я всегда рассказываю, что срезаю цветонос максимально близко к стволу самой орхидеи. Вот видите, срезан высоко, и он потом вот торчит такая сухая палка, я их называю. Если я обрежу, ну зачем такое оставлять? Надо, конечно, поближе срезать этот цветоносик. Вот, все, срезали. Пока саму орхидейку отодвигаю. Вот такой у меня получается цветонос. Попробуем получить детку. Хотя я вижу, что вот эти чешуйки, которые надо убирать, они уже такие, ну, достаточно сухие. Но попробуем вот 3 сверху обрезаю. Вот так. Цветочек. 1, 2, 3, 4 оставляю. И сейчас обрабатываю цитокининовой пастой. Да, это гормональная паста, но срезанному цветоносу ничего не будет. Можно спокойно это делать. Беру зубную палочку, зубочистку точнее. Откроем сейчас чешуйку. Но здесь нигде не видно, но вот здесь более такой живой, скорее всего, рост. Открываем вот так. Посмотрим заодно, если там живая почка. Она такая, да, смотрите. Такая немножечко набухшая должна быть эта почка. Так, потерялся фокус, вижу. Вот так, снимаем вот эту всю чешуйку, нам не надо. И вот смотрите, а здесь вот есть живая почка. И ее будем смазывать цитокининовой пастой. Достаточно много наносим цитокининовой пастой, потому что если нанесем мало, может быть цветонос, а не детка. Для детки нужны очень высокие температуры, свет и достаточное количество цитокининовой пасты. Смотрите, и наносим внизу, вот так,
Сейчас, достаточно много, но не закрываем полностью. Так, наношу. Все. И помещаю вот в эту бутылку, где у меня один цветоносик уже есть. По сути, вот эту бутылку я открываю первый раз, с момента, как туда поместила первый цветонос, вот сейчас, только для того, чтобы сюда же поместить второй цветонос. Подробно, как получить детку на срезанном цветоносе, я уже рассказывала. Ссылочку на то видео оставлю в описании под этим видео. И ставлю сейчас в углу подоконника на западном окне, где у меня очень много света, высокая температура, видите, будет высокая влажность, достаточно много цитокининовой пасты. Это все условия для того, чтобы образовалась именно детка, а не цветонос. Все, это отставляю. Возвращаемся к нашей орхидее. Конечно, самый идеальный вариант, когда вы омолаживаете орхидею, если у нее все в порядке с корнями, не доставать ее из горшка, а прям вот так срезать, находим, где-то удобнее всего делать. Пенек оставляем в этом же грунте, ничего не делаем, а верхушку садим как самостоятельное растение. Но, учитывая, посмотрите, какие тут есть, ну вот просто гнилые корни, вот прям гниль, там какая-то плесень завелась, то, конечно, если мы хотим с пенька получить детку, придется доставать и смотреть, что там с корнями. Поэтому держу, как всегда, за стволик самой орхидеи. О, здесь такая шейка уже огромная, длинная. И немножечко вот так промять надо горшочек. И снимаем горшок с корней орхидеи, не наоборот. Ну, конечно, как и предполагалось, орхидейка просто сгнила. Смотрите, все корни, видите, они просто гнилые. Вообще, все сгнило. Конечно, я попробую сейчас снять грунт, но он, наверное, снимется. Слушайте, смотрите, что делается. Что здесь делается? Во-первых, здесь еще есть стаканчик. Видите? То есть орхидея, получается, ни разу не пересаживалась. Здесь есть стаканчик, и вот эти корни, они мокрые-мокрые. Ну, они все гнилые. При этом, видите, вот этот белый порошок здесь. Это плесень, получается, грибок какой-то. Ужас. Так. Надо все это убирать. Смотрите, спасать, обрабатывать корни. Смысла нет, здесь нет ничего живого. Я просто вот внизу все вот это сухое сейчас обрежу. В общем-то, здесь и пенька-то не будет. По сути, это получится, мы просто эту орхидейку спасаем, делаем ей новую шейку и посадим. Нет здесь никакого пенька, ничего мы вот от этого не получим. Сами видите, ничего здесь быть не может. Поэтому все, смотрю, что останется, вот сухие корешки тоже обрежу, чтобы все вместе вот это высыпать, просто выбросить. Смотрите, видите, сухие корни и в конце какая страшная коричневая гниль. То же самое, очень много сухих корней. Так, вижу, шейку обрезала, не увидела, немножко хорошие корни, видите, обрезала. Ничего страшного, сейчас уже обрежу их до конца, не надо нам, чтобы они торчали, чтобы они тоже не загнили. И вот эти вот все старые листики, вот эти чешуйки, это все надо почистить и обрезать вот этот и вот этот еще старый цветоносик. Ну, здесь, видите, под шейкой все сухое, просто все. Поэтому тоже это просто берем и срезаем. Так. Знаете, они прям сами вываливаются. Я даже их не срезаю. Вот смотрите, я поворачиваю в бок, и они отваливаются. Смотрите, вот беру сухой корень, и видите, вот просто ножничками в бок тяну. Вот. И оно вываливается. Я вообще ничего не режу. Ну и вот это вот все сухое. Вот этот корень, который я случайно повредила, но он длинный. Поэтому я его просто обработаю перекисью, но этот корешок оставлю. Так, что нам надо обрезать? Смотрите, вот эта вот шейка сухая. Здесь вот нет внизу ни одного корешка. Поэтому так, аккуратно, чтобы не обрезать корешок здоровый, который вот идет рядышком с обратной стороны. Вот эту шейку я еще раз сейчас обрезаю. Так, у меня даже сил не хватает, чтобы обрезать эту шейку. Так, нажимаем. О, все. Смотрите, у нас листья начинают вот только отсюда расти. И получается шейка вот такая будет глубокая. Но это я уже и так обрезала максимально. Уже дальше мне резать некуда, иначе вообще не останется корней. Вот видите, получилась такая шейка. Сейчас я буду зачищать просто вот все вот эти старенькие листики. Дочищать вот старые корни. Смотрите, вот идет здоровый корень. Видите, они пересушены. Вот верхние корни, они воздушные, конкретно пересушены. Они все сморщены. Обрезаю сухое. Это, так, вижу, еще чуть-чуть нужно подрезать. Может быть, этот корень, знаете, потом обязательно, конечно же, пролью цирконом. Он отлично стимулирует рост новых корней. И на цирконе, кстати, на пересаженных орхидеях, на старых корнях вот начинают вот так
ветвиться, расти новые корешки. Поэтому эта орхидея, конечно, после пересадки обязательно будет полита янтарной кислотой, а второй раз будет полита цирконом, для того, чтобы стимулировать рост новых корней. Здесь он обязательно нужен, циркон. Ну вот видите, я снимаю корешок, он отходит прям со старыми листиками. Ну вот так постепенно сейчас все прочищу. Смотрите, что у меня получилось. Я все зачистила, видите, поубирала все сухие листики. Но вот это живой листик, просто вот здесь обрезать нет смысла. Все здесь зачистила, у меня получилась шейка и вот корни с живой тканью. Все это обязательно надо обработать перекисью. Шейку, смотрите. Так. Обработали. И в то же время вот теперь каждый корешок, видите, зашипела. Каждый корешок, который я обрезала, вот таким образом я обрабатываю. Лучше рекомендую при пересадках, например, обрабатывать корни сразу, когда обрезаете. Когда много корней, потом можно не увидеть, где обрезали. У меня просто здесь корней немного, как вы видите. Поэтому, конечно же, я вижу все, что я обрезала. Корни закукленные, видите, они не в стадии роста, при этом они пересушены. Но и плюс ко всему, это, учтите, воздушные корни, которые не умеют, по сути, впитывать влагу. Нужно какое-то время, чтобы они начали питаться. Точнее, чтобы они начали впитывать воду и отдавать листьям. Видите, листья, они и так поникшие, им не хватает тургора. Поэтому сейчас я взяла вот просто воду. Все равно мне надо подождать какое-то время, чтобы вот эта шейка подсохла и корешки, которые я обработала перекисью, подсохли. Я хотя бы, вот видите, есть корни, которые я не обрабатывала. Хотя бы несколько корней вот таким образом поставлю в воду. Так, шейку, напоминаю, мы не ставим в воду, чтобы они питались. Потому что правило пересадок, посадок у нас такое. Мы пересаживаем орхидею с влажными, увлажненными, напитанными корнями в сухую кору. Не наоборот. Учитывая, что мы здесь сформировали новую шейку, поливать эту орхидею мы сможем, ну, хотя бы дня через 3-5. А ситуация, вот видите, с тургором, с влагой здесь плохая. Поэтому, видите, шейка не в воде. Повторяюсь, только корешки. Пусть вот так орхидея подсушит шейку, напитается. Я буду проходить, наверное, постепенно менять корни вот эти вот, которые вообще не трогала, не повредила, и опускать в воду, чтобы они хоть немножечко увлажнились. Ну, сейчас, наверное, минут 15, может, чуть больше подождем. Вот так я подставила сюда горшочек. Смотрите, вот такая конструкция у меня получилась. В результате, пока я ходила, видимо, прошло уже, ну, минут 30, а то и 40. Смотрите, я уже разворачивала орхидейку, вот еще 2 корешка, которые не обрезала, напитались. И какие еще 2 были? Интересно, смотрите, моментом просохло. А вот этот вот длинный, он уже просох и даже не виден, что он был напитан. Все, водичка нам не нужна. Размещать будем орхидею в горшке. Маленький стандартный горшок беру, небольшой. В принципе, можно было брать и тот же, в котором она была. И размещаем теперь корни, укладываем. У нас, в принципе, только один длинный корень. Все остальные корни, они беспроблемные. А один, как я вас учила, длинные корни укладывать, подкручивать в любую из сторон. Тем более, если этот корешок напоить, и они такие увлажненные, эти корешки, тогда они очень хорошо укладываются в горшок и не ломаются. Потому что если корни сухие, они, конечно, очень-очень ломкие. Так, вот видите, на дно. И по кругу, вот так я его закрутила. Вот он, этот длинный корешок. И по кругу пошел. Все. Так, посерединке, видите, не получается у меня разместить. Немножко буду придерживать. Держу за стволик самой орхидеи. И засыпаю кору. На дно покрупнее будем кору прокладывать. Керамзит здесь не нужен, потому что корни достают до самого дна. Я рассказывала, керамзит используют только как дренажный слой. В том случае, если у орхидеи мало корней, чтобы влага не застаивалась и чтобы корни просыхали. Тогда только я использую керамзит. А так здесь, конечно же, надобности в керамзите нет. Я вам говорила, что эта орхидея не моя, и мне ее надо вернуть. Верну я ее только тогда, когда она пойдет в стадию роста, и я буду уверена, что эта орхидейка прижилась, все с ней хорошо, и дальше она будет расти и радовать. Вот так, уложилась уже. Кору мы хорошо прокладываем сразу на дно, потому что дальше будет очень тяжело вот эту кору вниз разместить. Поэтому вот сразу смотрю, чтобы корешки
были видны и чтобы кора на дне. Почему корни видны? По ним мы будем отслеживать состояние орхидеи, видеть, когда ее пора поить. То есть корни надо, чтобы были возле стенки горшка, чтобы лучше наблюдать за состоянием орхидеи. И все, по классике заполняю горшок. Видите, я заполнила корой. Но есть пространство и воздушные карманы. Вот здесь даже внизу, видите, такой достаточно большой. Сейчас возьму немного совсем мелкой коры, мелкого керамзита. Вот такой я покупаю специально вот эту смесь, для того, чтобы потом просыпать и заполнять именно воздушные карманы. Покажу. Вот так насыпаю просто сверху все это. Ее уже мало, надо мне новую смесь купить, потому что сейчас пересадок будет достаточно, как всегда. В летний-весенний период орхидеи отцветают. И начинаем их просто пересаживать. Видите, вот такая вот вообще смесь. Мелкая-мелкая. Вот так все укладываю. И сейчас будем простукивать. Держу орхидейку, чтобы она не сместилась в самом горшочке. Видите, вот так, за стволик. И тихонечко простукиваем. И вот этот мелкий грунт, смотрите, уже видно, что он падает на дно. Это буквально моментально происходит. Вот. Все, он уже вот, видите, даже где мелкий этот грунт. И вот таким образом... Сейчас я простучу полностью этот горшочек со всех сторон. Все, пересадка завершена. Корешки, видите, видны. Мне они нужны обязательно, чтобы отслеживать состояние самой этой орхидеи. Сверху я закрыла корой, но под саму шейку кору не положила. Не надо там. Ну, вот такая получилась у меня пересадка. Что по поливу? Через дня 4, потому что шейку, помните, формировали новую. Поливать буду, но только по краю горшка. Первый раз проливаю, как всегда, после пересадок всех, я вам советую, янтарной кислотой. И второй раз у орхидей, у которых недостаточно корней, в любом случае даже хорошую орхидею после пересадки я проливаю цирконом, чтобы стимулировать рост корней обязательно. И также после первого полива вот здесь сверху я орхидеи положу мох, чтобы также удерживать влагу. А сейчас, как вы видели, корни сухие-сухие, я просто буду каждый день или опрыскивать, или протирать листочки, чтобы орхидея получала влагу хотя бы по листу. Обязательно ссылочки на все видео, как использовать янтарную кислоту в первый полив после пересадки, как использовать циркон в первый полив пересадки, оставлю в описании под видео. А всем, кому понравилось это видео, кому было полезно это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить очередное видео. Пока-пока!